Через 3 недели движение в баках прекратилось, и начинаем перегонку. Бак нагрелся до 60 градусов, и теперь включаю воду. После того, как мы почистили молоком и взвесь отстоялась, чистим теперь самогон через вату и через угольный фильтр. Процесс идет полным ходом. Первая перегоночка стоит, вторая перегонка. Значит, после первой перегонки 15 литров я залил в емкость во второй аппарат. Так что процесс идет как надо, по фэншую. Ну что, вкратце опишу, что делал, и быстро расскажу. Значит, свою брагу, было у меня ее 80 литров, я перегонял ее через 2 перегонки на 2 аппаратах. То есть на первом аппарате я гнал, отбирая хвосты и головы, и на второй перегонке я тоже также это отбирал. Значит, отбирал я от литража 10-12% отбирал головы, а хвосты заканчивал отбирать, оставляя хвосты где-то на 42-43 градусах. Почему? Потому что дальше он уже начинает идти запахом, мутнеть, нет смысла это вошкаться. Дальше, после первой перегонки я очищал молоком, после у меня продукт отстаивался, и я его фильтровал через вату, а дальше пропускал через угольный фильтр. После чего ставил на вторую перегонку, добавляя 20% воды. После также гнал, отбирая головы и хвосты. И в итоге у меня получилось так. 2 3-литровки у меня было 60 градусов, друзья уже забрали. И 3 банки 3-литровые по 50 градусов и 1 банка 45 градусов. Вот все, что у меня получилось с 80 литров браги на березовом соке. Почему мутная? Это не мутная, а банки запотели. Они у меня были в морозилке. Ну, пока место свободное есть, пусть там постоят, повымораживаются. Вот такая чудовая вещь получается.
ниже и разбавлять водой я не буду. Почему? Потому что нет смысла, можно было водки взять. А здесь продукт с хорошим градусом, который дальше мы будем делать из этого продукта, делать настойки из ягод. А сейчас пойдет сезон, надо подготовить будет, набрать как можно больше вот хорошего чистого продукта, который не имеет запаха. Спирт как слеза. И будем делать на зиму настойки. Так что рекомендую.